Друзья, всем привет! Мы продолжаем рассматривать обновления, и как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить о новом чемпионе, о монахе. Вот так выглядит эта новая карта. Давайте посмотрим на его описание, на описание его способности. Способность осознанность. Получает меньше урона, отбивая снаряды противника обратно. Время действия способности 4 секунды. На это время уменьшается весь получаемый урон, что от ближнего боя, что от заклинаний, которые пробивают его способность, что от атакующих карт дальнего боя на 80%. Это очень много, друзья. Это реально сильно, слишком большое снижение урона, на мой взгляд. И это тоже надо будет нерфить. Почему я говорю тоже? Потому что нерфить надо героя вообще 100%. Но в этом вы убедитесь чуть позже. А пока давайте посмотрим на его, во-первых, способности в бою. 2 удара он наносит. На третий удар сильнее. Плюс отталкивает еще свою цель. И если смотреть по статистике, вернее по его данным, по его цифровым значениям, то здоровье у него 2000 запас. Если сравнивать с другими чемпионами, то у Шустрого Шахтера 2926 запас здоровья, у Золотого Рыцаря 2394, у Короля Скелетов вообще 3059. То есть он по цифрам явно уступает по запасу здоровья всем остальным своим соперникам. Но, друзья, за счет обилки это все равно самая живучая карта, не просто среди чемпионов, а вообще в игре, пожалуй, я даже так предположу. Потому что те 4 секунды, которые он проводит в использовании обилки в своем состоянии покоя, это просто невероятная живучесть, невероятно живучая картишка. Если смотреть по урону, друзья, то урон 140 это первые 2 удара, 420 это третий удар. Также по урону, во всяком случае по первым 2 монах, да и по урону в секунду он уступает всем остальным чемпионам. То есть опять же тут же, если бы мне показали просто вот эти вот данные и сказали сравнить с другими чемпионами, я бы сказал, что ну это вообще, это что, это куда это годится? Это же просто вообще ни о чем. Но, друзья, давайте посмотрим на монаха в деле. И для начала давайте определим, насколько хорош монах в противостоянии в защите с картами ближнего боя. От Мега-рыцаря можно защищаться при помощи 2 вышек и при использовании обилки. Таким образом, монах получит меньше всего урона, затем перейдет еще в атаку и как-то там напряжет соперника. Можно защищаться и без обилки. Для этого нет смысла, чтобы он прыгал к монаху под 2-ю вышку, потому что он из-под нее вытолкнет в любом случае. И вот таким образом защита удается, но при этом монах уже, конечно, после этого противостояния не боец. Хотя размен 4 в 7 все равно очень выгоден, соответственно, монах против Мега-рыцаря справляется на ура и просто замечательно. Что нельзя сказать о принце? Да, монах его дефает, но при этом сам он, естественно, тоже после этого в атаку пойти не сможет, потому что там буквально одно дуновение и монах умирает. Против Пеки дела совсем плохо обстоят, соответственно, если есть какие-то скелетики, то после первых 2 ударов и 3-го толчка нужно их доставлять, чтобы Пека переключалась именно на скелетиков, а иначе монах, конечно, умирает, и затем еще Пека идет и добивает вышку. А вот с элиткой монах справляется достаточно уверенно, при этом размен у нас получается 4 в 6, то есть плюс 2 единицы эликсира. Конечно, в атаку потом идти уже нечему, но тем не менее вот такой вариант защиты очень-очень даже неплох. Если же брать противостояние с рыбаком, как способность рыбака притягивает, работает против обилки монаха, вот так это все работает, друзья. По сути, никак не работает. Ну а теперь давайте перейдем к самому шокирующему тому, как монах справляется с картами дальнего боя. На этом моменте я просто схватился за голову и был просто в шоке. Как вот так вот разваливаются спарки и как спарки вообще играть после обновления против монаха, я не представляю. Механика отражения монаха работает следующим образом. То есть та карта, которая его атакует, конкретно эта же карта, получает от него свой же снаряд в обратку.
Если эта карта атакует уроном по области, то страдают все карты, которые находятся рядом с ней от отражаемого урона. И в целом это достаточно сильная способность, и если бы ограничивалось все только вот этим отражаемым уроном дальних карт, то в принципе герой выглядел бы достаточно балансным, может быть слегка чересчур сильным, но тем не менее не критически. Но если посмотреть на то, как монах отражает заклинания, да-да, друзья, заклинания, то становится понятно, что вот это уже перебор. Отражает он варварские бочки, бревна, фейерболы и даже ракеты. И это слишком выгодно с учетом того, что стоимость обилки монаха всего 1 единица эликсира. Хорошо, хоть он не отражает такие заклинания, которые распространяются и действуют по земле. То есть такие как заморозка, как яд, как, например, разряд. То есть с молнией и с электрозаклинаниями и электрокартами у монаха все очень плохо. Их атаки он не отражает, и это мы будем учитывать, когда будем играть с новым чемпионом. Вот мы только что видели, что молнию он не отражает, зато если в его зону, где он находится, летит гоблинская бочка, и мы успеваем использовать его способность, то гоблинская бочка отзеркаливается на вышку соперника, который ее и запускает. Разряд не отражается, а вот снежок, да, отражается. Теперь давайте посмотрим на то, как монахам защищаться от винкондишенов. Против королевского гиганта прекрасно справляется новый чемпион, только 1 тычку мы получим, если все правильно сделаем. Против Хога ситуация похожая, также 1 тычку мы получим. Все это происходит за счет того, что 3-й удар у монаха очень сильный, очень много урона он наносит, ну а таран, естественно, не доезжает до вышки, поэтому монахам прекрасно можно справляться с такими атаками. Булыжники-мортиры также монах, естественно, отправляет назад, но здесь нет смысла проживать обилку против мортиры, потому что только 1 булыжник отлетает обратно. На 2-й булыжник уже время действия обилки монаха заканчивается. Ну а вот против арбалета монах является прекрасным средством. За время действия его обилки арбалет теряет больше 60% запаса здоровья, и все, что остается там сделать для того, чтобы его добить, это просто скинуть буквально 1 бревно, и таким образом за 7 единиц эликсира в 0 будет задефан арбалет, причем безо всяких усилий и со 100% вероятностью. До этого мы рассматривали действия монаха в защите, но, друзья, в атаке он также просто прекрасен. Можно его выпускать как танка, и это та карта, которая помимо того, что впитывает огромный урон, так она еще и справляется с огромным количеством защитных зданий. Карта дальнего боя, и в целом это просто невероятная карта в атаке, особенно если абузить вот такую штуку, друзья. То есть выталкивая монаха принцем вперед и проживая вовремя обилку его, можно сделать так, что принц не среагирует на башню бомбежку и побежит к вышке. Это можно будет использовать и с винкондишенами, но не со всеми, об этом расскажу чуть позже. А можно вот так вот даже в наглую заходить монахом против карты зданий дальнего боя и таким образом размениваться с ними и лишать противника огромного количества защитных карт. При этом толкать монаха во время использования его обилки невозможно, но он становится таким препятствием, которое карта должна оббегать. И вот давайте еще раз посмотрим, как за счет этой фишки можно проходить защитные здания, такие как Адская башня. И, друзья, обратите внимание, как много времени требуется Адской башне, чтобы уничтожить монаха. Эта штука, эта фишка не работает с Хогом, к сожалению, а может быть к счастью, потому что это было бы чересчур имбово. Хог все-таки агрессирует на защитные здания, стоящие в правильной позиции, в стандартной позиции. А вот с тараном, друзья, эту фишку можно использовать, и лично я это обязательно буду делать. Во всяком случае попробую, посмотрим, насколько это будет эффективно. Как вы видите, не бежит таран к защитному зданию, а бежит напрямую к вышке. Если говорить о том, как справляться с монахом, то это, конечно же, в первую очередь карты мелочевки, такие как армия скелетов. Но опять же, обратите внимание на то, как долго монах живет атакуемый
огромным количеством лари. Лучшим зданием для противостояния монаху защитным является, естественно, надгробие. Против надгробия монах ничего сделать не может. Конечно же, плохой идеей будет выставлять против него карты дальнего боя, если это не электрокарты, потому что электроудары не отражаются монахом. Единственное, что он отражает в данном случае, это выстрелы башни, выстрелы принцессы, которая сидит на башне, но при этом урон, конечно, по вышке заходит не такой большой. Тесла — это также отличное здание для защиты от монаха. Ее выстрелы монах также не отражает. И, друзья, обязательно этим пользуйтесь после того, как выйдет эта карта. Потому что если использовать, например, мушкетера или летучку, или пушку, все вот эти карты, которые стреляют снарядами, то будут большие проблемы у вас в защите. Вы будете невыгодно защищаться. Пламенный дракон с его плазменным лучом также очень хороший ответ на нового чемпиона, но все равно то большое количество времени, та возможность танковать, которую он обладает, это перебор, на мой взгляд, однозначно. Можно защищаться от монаха бандиткой или королевским призраком, но при этом эти картишки после встречи с новым чемпионом умирают, и нельзя назвать это эффективным способом защиты. В отличие от мини-пеки, мини-пека справляется с монахом и с обилкой, и без обилки, с разной степенью эффективности, конечно же, но при встрече с мини-пекой обилку прожимать, конечно, смысла нет. В итоге это будет 1 единица эликсира, выкинутая в мусорку. Можно справляться с монахом другим чемпионом, это шустрым шахтером, также очень эффективно, и там также неважно, прожимает он обилку или нет, потому что удары, выстрел вот этого бура от шустрого шахтера, они, естественно, не отражаются. Мне интересно будет потестировать сочетание монаха с рыбаком. Таким образом можно будет активировать ГЗшку без получения урона, как в случае с рыбаком одним, потому что одним рыбаком нужно будет дождаться, пока гигант дойдет до вышки, и там он зачастую успевает сделать удар. Потом только можно будет его притянуть. Также мне нравится сочетание с рыбаком в том плане, что можно таким образом будет справляться с вот такими атаками, с палачом или другой картой поддержки, которая идет за пекой. Если это, конечно, не громовержец. Ну и хорошо, конечно, будут фаербол-бейтовые карты работать под прикрытием монаха, такие как, например, магический лучник у моста. Все, что надо будет сделать, это вовремя прожать обилку и заблокировать противнику возможность убить нашу карту дальнего боя. Этот эпизод вы видели в начале видео, и это просто, конечно, шокирует. Так же, как и шокировало меня то, что монах справляется не только с наземными картами, но и с вот такими картами, как миньоны. То есть их также можно будет дефать за 1 единицу эликсира. Также мне было интересно посмотреть, как отражаются отражаемые атаки монаха. И вот мы видим, что никак не отражаются. В итоге, если создать такую ситуацию, то оба монаха поглощают весь урон, и отражаемый, и тот, который идет еще от магических лучников. В каких колодах можно будет использовать эту имбулечку? В первую очередь я подумал об эликсирном големе, который чаще всего контрится такими заклинаниями, как молния, как фейербол через быстрый цикл. И в данном случае монах будет работать просто прекрасно. Единственное, что надо будет сделать, это вовремя на наитии нажать обилку, и противник после такой ракеты неудачной однозначно проиграет. Также монаха интересно будет потестировать в арбалете. Чаще всего не дают подобраться к арбалету, и поэтому приходится его контрить картами дальнего боя или заклинаниями. И тот, и другой способ монах блокирует. Что ж, друзья, по итогу можно сказать, что из карт ближнего боя лучше всего и выгоднее всего с монахом справляться теми картами, которые наносят неплохой урон в одиночную цель. Из дешевых карт, сравнимых по стоимости с монахом, можно выделить мини-пеку, принца. Ну, темный принц это не в той степени, он, конечно, урон не такой большой в одиночную цель заносит, но, тем не менее, также неплохо справляется с монахом в защите. Шустрый шахтер отличным чемпионом является, который справляется в дуэли с новым чемпионом. Из карт мелочевки, естественно, вот эти можно выделить.
также выгодно и хорошо ими защищаться от монаха. Но, естественно, если противник будет грамотно использовать заклинание поддержки, то мелочевка будет разваливаться. Из карт дальнего боя, друзья, только 4 карты способны как-то противостоять монаху. Все остальные карты сами страдают от того, как он отзеркаливает входящий урон и перенаправляет в лица тех, кто его атакует с дальней дистанции. Из зданий здесь все гораздо лучше. Данные здания замечательно справляются в защите с монахом. В первую очередь можно отметить это спам здания. Из зданий, которые атакуют с дальней дистанции, это Тесла и Адская башня. Их лучи электрические и плазменные не отражаются на них же после встречи с монахом под обилкой. Ну и, конечно же, клетка с гоблином и гоблинский бур, если вы будете использовать его в защиту. Из заклинаний, друзья, вот перечень заклинаний, которые не отражаются, если использовать их на монаха. Конечно, использовать кладбу на него мало кто будет, но тем не менее полезно знать, что эти заклинания можно использовать смело на монаха и на все карты, которые вокруг него идут, потому что под обилкой они не отразятся, и, соответственно, эти заклинания можно будет смело брать в свою колоду для противодействия новому чемпиону. Что ж, друзья, все, что знал, рассказал, все это я протестировал специально для того, чтобы вы уже могли заходить в игру, в новую игру после обновления уверенно и знали, как справляться с монахом. Благодарностью лучше от вас для меня за это будет ваш лайк и комментарий на тему того, что вы только что увидели в этом видео. На этом все. Спасибо за просмотр. Кстати, обновление это будет 26 числа. 26 буквально через 3 дня уже получается. Поэтому ждем, готовимся, друзья, во всеоружии. Мы готовы к этому обновлению очень неплохо, я вас уверяю. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.